В мире сейчас столько реальной жести, что иногда хочется, чтобы вот все войны выглядели вот так. Короче, в интернете разгорелась настоящая битва бастардов между фанатами сериала «Во все тяжкие» и нового спин-оффа «Игры престолов. Рыцарь Семи Королевств». Вот я сейчас быстренько окуну тебя в лор этого противостояния, если не в курсе. Эпизод «Азимандия» 5-го сезона «Тяжких» больше 10 лет считался прям эталонным. Это была единственная серия какого-либо сериала в истории, у которой стояла круглая десятка на IMDb, при сотнях тысяч проголосовавших. Уолтер Уайт в этой серии потерял все, но фанаты держали за него щиты. Но в начале этого года начал выходить вот тот самый «Рыцарь Семи Королевств», и то ли он оказался слишком хорош, я не знаю, я еще не смотрел, то ли его фанаты слишком упороты, что вероятно. Но сериал начал стремительно взлетать в топах, а конкретно его 5-й эпизод «Именем матери» тоже, уже имел оценку ровно 10, грозя сместить Азимандию с первого места топа. Фанаты Breaking Bad решили нанести превентивный удар и пошли массово занижать оценки новому детищу HBO. Ну а тут, как говорится, зима близко, все дела. Фанаты Джорджа Мартина — это не свидетели синего мета, их тоже просто так не возьмешь. В ответ на эту атаку они организовали карательный рейд и пошли топить Азимандию. Впервые за 12 лет рейтинг величайшего эпизода в истории дропнулся ниже круглой десятки. Вот на момент съемок этого видео его рейтинг 9,5. Да, это выглядит как абсолютный дебилизм, но вот для этих ребят, видимо, все серьезно. Одни пытаются защитить наследие, другие утвердить нового короля. А в итоге страдают цифры на сайте, по которым мы привыкли судить о качестве контента. К слову, у «Именем матери» сейчас тоже оценка 9,5. И ни одна из серий двух сериалов больше не в топе 5 IMDb. И пока эти две армии уничтожают друг друга, я тут сижу такой и думаю, что это ж сколько у людей, свободного времени. Не пробовали ли они, работать? В общем, если увидишь, что у твоего любимого сериала завтра станет рейтинг 2, не пугайся, это просто, видимо, где-то в интернете фанаты Лунтика не поделили что-то с фанатами Смешариков. А пока давай посмотрим, что еще сегодня тебе подготовил. Новостной блок от Давыдова, субъектив со стереотипами, только личное мнение Давыдова сам принимает. Фил Спенсер, папа Xbox, мужчина, который смог родить Game Pass, мужчина, который потратил чужие 7,5 миллиардов на Fallout, 69 миллиардов на Diablo, и Фил Спенсер все. Минута молчания. Он не умер пока что. Просто покидает пост главы Microsoft Gaming и Microsoft, кстати, в принципе. Мужик 38 лет пыхтел на мелкомягких. То есть пора и честь знать. Интересно, что место Филимона не займет его правая рука, директор подразделения Xbox, хоть и казалось бы, что эта должность была обещана ей 3000 лет назад. Нет, теперь вместо широкого Фила руководить всей этой шарашкой будет ИИ-женщина Аша Шарма. Она бывший руководитель ИИ-подразделения Microsoft. Core AI оно называется. Еще толком ничего и не произошло, по крайней мере, плохого, а геймеры уже взвыли и начали промывать новой главе Xbox косточки. Мол, и ее топ-3 игр всех времен похож на сгенерированный список. Halo не какая-то конкретная часть, а просто вся серия. 007, видимо, имеется в виду GoldenEye, и Valheim. А ее Xbox профиль недостаточно задротский. Любят люди навести паники. Хоть Фил и был геймером, но позиция это все-таки реально менеджерская и продаванская. То есть не обязательно быть хорошим грузчиком, чтобы руководить складом. Видишь ящики? Грузи в ящики. Закончишь, получишь ящики. Да и потонет зеленая коробка, и хрен с ней. В последнее время и так на пике как будто бы не огромные корпоративные франшизы машины, а небольшие полунезависимые студии, которые делают то, что любят. Сам принимает. Возвращаясь к Microsoft. Жесткие диски — это уже всем понятно, прошлый век. SSD, скорее всего, скоро тоже будем выкидывать на помойку истории. Будущее за тем, чтобы писать все данные на стаканы. Ладно, все не настолько тупо. Сейчас объясню.
Microsoft уже несколько лет пилит Project Silica. Идея в том, чтобы хранить данные не на магнитных дисках, которые дохнут через 5-10 лет, а внутри пластин из высокопрочного кварцевого стекла. Технология работает вот так. Лазер выжигает внутри стекла микроскопические трехмерные узоры, воксели, а когда данные нужно прочитать, специальный микроскоп с поляризованным светом их сканирует. Еще в 2019 году они в качестве эксперимента записали на такой вот стеклянный квадратик фильм «Супермен» 1978 года для Warner Brothers. Пластинка размером с подставку для пива вместила 75 гигабайт данных. Уже к 2023 году одна такая стекляшка размером с ладонь могла хранить уже несколько терабайт данных. Но главное тут не объем, а живучесть. Эту штуку можно там варить в кипятке, жарить в духовке, царапать металлической губкой и даже подвергать сильному магнитному полю. Ей абсолютно пофигу. Microsoft утверждают, что данные на таком стекле могут храниться 10 тысяч лет. То есть когда от нашей цивилизации останется только пыль, какие-нибудь там пришедшие после нас разумные обезьяны смогут найти вот этот вот стеклянный диск, квадратной формы, тогда, не знаю, квадрат, и посмотреть все части «Форсажа» в 4К. А вот самый свежий, новый прорыв в том, что они смогли записать данные не на более дорогое какое-то там специально обработанное кварцевое стекло, а на боросиликатное, которое реально, вероятно, есть у тебя на кухне. Но чаще используется для всякой лабораторной посуды. Зачем это нужно нам? Пока что не разумным обезьянам, а людям, которые еще не вымерли. Пока не для домашних ПК, естественно, потому что оборудование для записи, да и для считывания данных стоит как крыло самолета. Но для огромных дата-центров Azure это спасение. Вместо того, чтобы каждые несколько лет переписывать терабайты архивной инфы со старых дисков на новые, ее можно один раз как бы запечь в стекло и забыть об этом на пару тысячелетий. Так что вот через 100 лет правнуки твои захотят посмотреть твои мемы сохраненные, им понадобится не флешка, а вот очень мощный микроскоп с лазером и алгоритмом машинного обучения. Сам прибивает. Довольно смелый и дальновидный прогноз выдали ученые университета штата Нью-Йорк. По их расчетам, к 2050 году половина населения Земли будет близорукими. Не в смысле, что будет там принимать необдуманные решения, этим и так уже большинство грешит, а в смысле, что зрение будет плохое. Ну, то есть вблизи будем ок видеть, а вдали уже похуже. А потом, скорее всего, еще больше людей станут близорукими, и вот так, пока мы все в очкариков не превратимся. И с одной стороны, а оно что, оно нам очень надо, вот это вот, что-то там вдали видеть, разве? Я что, с луком на оленей каждый день, что ли, охочусь? Ну, а с другой, обидно, какая-то вот дегенерация получается. Происходит это с нами, с человечеством не только потому, что в мире столько творится дерьма, что его и видеть не хочется, но как раз-таки вот и из-за того, что нам не нужно охотиться на оленей ежедневно. И большинство из нас живет в густонаселенных городах, где все застроено домами, и у наших глаз в принципе нет необходимости видеть дальше какой-то ближайшей стенки. Ну и, конечно же, самый главный виновник, слепящий всех, это мониторы компов и экраны смартфонов, которыми мы пользуемся в плохо освещенных помещениях и на очень близком от глаз расстоянии, особенно смартфоны, вот так лежа в кровати. Это из-за телефона. Что делать, чтобы узнавать милого не только по походке, но еще и реально видеть издалека? К сожалению, вот то же самое, что лечит от всех других наших популярных болячек. Совершенно скучное чаще гулять на улице, совершенно скучное сократить экранное время до минимально необходимого, ну и там вот всякое хорошо спать, пить больше воды. Никакого волшебства. Ну или дождаться, когда Оземпик еще и от слепоты лекарства выпустит. Все, и вообще все насрать будет. Сам прибивает. И раз начали про четырехглазых, ученые, теперь уже из Бристольского университета, заявили, что у предков людей было 4 глаза. Вот так вот. Надо уточнить, что это очень давние предки. Это первые позвоночные. Они и рыбам, и птицам такие же родственники, как и людям. Вот такую вот окаменелость 518-миллионнолетней давности нашли в Китае. И обратили внимание, что у нее есть 2 отверстия промеж глаз. Подумали, что это ноздри. Но вообще-то у ранних позвоночных была только одна ноздря, и это знает каждый уважающий себя биолог. Ломая голову над тем, что же это за отверстие, ученые обнаружили остатки скоплений меланина внутри.
Мы уже вот как бы достигли такого уровня технологий, что способны в камушке, которому 518 миллионов лет, обнаружить, где было много меланина. А много его обычно бывает в радужной оболочке глаз. И тут биологов осенило. Так ёпта, так это же, значит, были дополнительные глаза на этой доисторической миноге. Вот оно что. Просто они не с таким широким обзором, как те, что по бокам, а такие, узконаправленные, чтобы смотреть ровно наверх. То есть как бы сразу два типа зрения. И вот такое, и вот такое. Вот так вот и получается. У твоих предков было 4 аж глаза, а у тебя депрессия из-за Инстаграма и плохое зрение из-за него же. Сам прибивает. Каждый раз, когда я сталкиваюсь с культурой Индии, я даже не знаю, мне смеяться или плакать. Если мужичок в нетрезвом состоянии впишется на мотоцикле в дерево, то что во всем мире, как правило, будет? Скорее всего, родня погрустит, остальные будут злорадствовать, что так и надо, все хрустики-доноры. А что в Индии? А там он стал священным покровителем всех байкеров. Храм, молитвы, все дела. Просто закрой глаза и иди к нему с молитвой. Вот так. Погодите, нет, что вы делаете? В 1988 году богатенький 24-летний Ом Сингх Ратору, пьяный, быстрый и молодой, совершил свою последнюю поездку в дерево. Ома соскребли, мотоцикл забрали на штрафстоянку. И тут началась магия. На следующее утро этот Royal Enfield пропадает со штрафстоянки, и его находят на месте аварии. Менты такие напряглись, снова забрали байк, слили бензин на всякий случай и приковали цепью. Бум-бам-бада-бам, на следующее утро мотоцикл снова на водопое в той же канаве. И так этот пранк с телепортацией повторялся еще пару раз. И вместо того, чтобы найти челов, которые постоянно тягают конфискованное имущество в канаву, единогласно было принято решение, что... До сих пор этот горе-мопед стоит у дороги с постоянным дежурящим священнослужителем, который поддерживает вечный огонь с идолом пинчуги, который хрустнул о дерево. Даже сувенирная лавка с мерчом есть. Просто гениально. Что важно, огонь вечный поддерживается донатами вискаря. Называется еще смешно Bullet Baba Shrine. Не потому, что там бабка какая-то кого-то булит, как можно догадаться, а потому что модель мотоцикла булит, а баба — это что-то типа как некий старший, мудрый наставник, предтечи, вот это все. Короче, это святилище мотоцикла само. Но как бы это забавно все не звучало, желаю, чтобы у тебя было все хорошо, чтобы тебе не пришлось ставить такие святилища. За это доброе тебе слово жду от тебя доброго лайка этому выпуску. Также, если покажешь друзьям, а также очень круто, если на Бусти поддержишь канал, чтобы он как-то там выжил, а не как баба булит. Вот, все, на этом все. Я пошел посмотрю вдаль на траву, на деревья. Покаки.